Ебаные 4К, блядь. Ебаные 4К, блядь. Да. Интересно. Здорово, друзья! Третий день, третий раз. Получается, да? Подождите, сегодня какой? Да, и третий стрим. Вот, 3 дня подряд. 3 дня идут у нас стримы. Собственно, продолжаем рваться к власти. Я тут что-то подумал, что типа надо завершить всякое мелкое говно, мелкие квесты, все такое, вот. И сегодня небольшой праздник. Я решил, короче, сделать так. Если я ничего не делаю за день конструктивного, то типа плохо. А если делаю, то я себя буду немножко баловать. Вот сейчас я буду себя немножко баловать. Классно. Так. В тот раз мы закончили на том, что здесь произошло преступление. Я сюда, короче, не приехал в тот момент, когда мне надо было приехать. И из-за этого поубивали людей. Вот. И теперь похоже, что мы получим пизды от начальства за такую халатность. Но будем смотреть. Я, честно говоря, даже... Я, честно говоря, даже не думал о том, что, типа, можно, ну, получить пизды. Я что-то подумал, ну, открытый мир, чё мне там? Вот, собственно, вот так. Ну, ничего не поделаешь, обратно откатиться не получится. И если бы можно было, будем считать, что мы просто долбоёбы. Я просто бегу здесь на вопросительный знак. Не знаю, что там интересного. Сейчас глянем. Вот этот вот квест завершаем и двигаем потом выполнять всякую мелочь. Что здесь, стрельбище, небось? Стрельбище. А если я выстрелю? Блин, я стрелу забыл надеть. Такую вот обычную. Если я выстрелю, то я смогу потом стрелу забрать оттуда. Блять, как же тяжело стрелять. Ой, в яблочко попал. О, я могу забрать ее. В принципе, можно тренироваться, если промахиваться не буду. Ну, давай, третью. Блять. Рука дернулась. Блин, да что такое, а? Надо приловчиться стрелять. Нормально из лука. А я еще пьяный, кстати, чуть-чуть. Ладно. Где конем? Погнали! Нам надо с тобой съездить к каким-то чертям. А именно вот сюда. Это нам как туда ехать-то? А, ну мы сейчас немножечко переместимся. Чтобы сэкономить время чуть-чуть. Так, и теперь... Налево, потом вниз. Ну ладно. Чел, кстати, там попросил оленина еще, типа, по квесту. Небось, будет меня таскать по всяким этим животным. Потом кабанины захочет. Потом ему раков подавай. Все такое. Так, верховая езда. Ну, верховую езду, я думаю, будет легко улучшать, потому что, ну, мы на лошади будем часто кататься. Поэтому это такой перк быстро улучшаемый, будем так говорить. Хотя, если будем морды бить, то, в принципе, прыгать можешь? Лошадь, прыгни. Во.
Если морды бить постоянно, то тоже улучшение будет. Так. Лагерь. Давайте смотреть, не будут ли на меня тут нападать. Вообще я поговорить пришел. Здорово. Углежок. Jesus Christ be praised. Где рыжий? Have you seen Ginger around here? Who? A boy with ginger hair, a stable boy from Neuhof. No one from Neuhof's been here. Farewell. Мне кажется, мне где-то врут. Пойду у того спрошу. Но этот по-любому что-то скрывает. Have you seen Ginger around here? Джинджер. Who? A boy with ginger hair, a stable boy from Neuhof. No one from Помните, Neuhof's мультик been такой был? here. Take care now. Как же он назывался-то? О чем говорит Джинджер или что-то типа того, про рыжую девочку. Там еще такая рисовка стрёмная была, никелодинская. Leave the others in peace. Так, старший. Good day to you. А где ты был-то, блядь? Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry. There's never been a lad called Ginger around here. You Так have у to него, try может, somewhere не else. погремуха рыжий, может он... Давай. A murder's been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late. But that Ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice. So how about helping me out? Calm down, lad. For the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal Почему burners. Плюшбога? Try Может быть, он them. уже просто You might want to hurry. уебал куда-нибудь You're not the first to be Царскую asking империю в about him, российскую уже and the others уехал. weren't exactly a noble-looking bunch. Или в Ирландию. Although they were generous with their silver. They didn't happen to say what they wanted him for? No. But they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Правда, еще мог Do пойти. you have any idea where else he could have Люди, а офигенно You красноречие said he was friends прокачано. with the 8. charcoal burners? Тут у людей в основном You'll definitely 3-4. find some in Но the по главным forest квестам не between знаю, но Neuhof по and Ujits. второстепенным так There's точно. good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. All right, I'll go and ask somewhere else. Farewell. Так, допустим. Так, хрючего я есть не буду, я и так обожрался. Что ж, едем дальше. Расследование продолжается на север. Ох, ёбаный в рот. Ничего себе, куда мне скакать. Давайте переместимся чуть-чуть. А дальше пешком пойдем. Давай смотреть. Ну, наверное, вот по тропинке и дальше туда. Будем искать премию углежогов дальше. А чё я так обожрался? Я вроде ничего такого не съел. Блин, у меня столько заданий второстепенных. Бля, вообще капец. Надо надо челик квест еще сдать. Я там шмотки спиздил. Будем воровскую линию проходить. Вот это таскаю с собой. Ну там вообще была такая операция. У челика из кармана спиздили ключ, потом спиздили из арсенала в городе, блять, у стражников эти штуки. Да, прям вообще. Yeah. Ешку кто-то проебал. Yeah. А, ну вот какое-то поселение.
Вы быстро их нашли. Может быть, это и они, конечно. Да и где тут река, блядь? Говорит, по реке иди, блядь, найдешь. А. Так, кто старший вот здесь? Нет, мне нужен старший. Буду разговаривать буду только со старшим. Так, вот это тут. Нет, ты старший. Да. I'll be with you. I'm looking for Ginger from Neuhof. Do you know anything about him? I know him. What do you want of him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much. Ну, попробуем убедить. I really must speak with him. A murder was committed at the stud farm, and that boy probably knows who did it. I have to get him to talk. And you think he had a hand in it? Hard to say. He ran away, but on the other hand, it seems he stabbed one of the attackers. Well, Продырявил. put it like that. It's clearly urgent business. I do know him. Not personally, but I've seen him around. He's friends with the charcoal burners down by Townburg. I know he hangs around with the twins there. Downstream by Talmberg, somewhere by the castle. If you follow the river to the west, you're bound to run into them. Oh, one more thing. Yes? Some other men have been around asking about him, but they weren't as convincing as you. Oh well. Другие люди ищут его. Ладно. Так. Ну вот сюда нам надо, да? О, мы здесь были, мы здесь охотились рядом с Тамблбергом. Окей. А это что такое? Добавочные задания. Монастырь. Ладно, мы пока главное выполним. Надо найти рыжего, а то я боюсь, я не успею опять. Его сейчас кто-нибудь перехватит. Я и так уже накосячил. Мне, повторюсь, начальство и так уже по головке не погладит за то, что я не пошел на стрелку. Теперь еще и рыжего проебать. Так меня вообще четвертуют, блядь. Но, повторюсь, будем играть нормально. Проебали и проебали. Тем более мне там откатываться так далеко, что проще уж. Ну, проебал и проебал, бывает. Теперь буду следить за разговорами. Если реально какое-то будет задание, где надо быстренько туда прибыть, я прибуду сразу. Так, не будем гнездо пока потрошить. Так, мужик меня еще попросил, типа, его сразу не валить, а поговорить с ним. Так, наверное, и сделаем. Так, вот мы и приехали. Так, мужики уже здесь. Стражники. Так, старший кто? Нет. Вот он. Good day to you. I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. Then why don't you look for him at the stud farm? He was there, but now they say he's hiding amongst some charcoal burners. And where did you hear that? Anyhow, there's no one of that description here. Try asking somewhere else. Так, мужик. Ты мне мозги не еби. Look, a terrible crime's been committed at Neuhof, and Sir Radzig wants the culprits found. And here you are making it harder for me. Well, if you've been sent by Sir Radzig, you can deal with those two criminals who've been lurking around asking about the same boy. And do you know where they are? They won't be far, but I don't know where exactly. From here А, they're небось headed бандиты, south, которого он right одного there. прострелил. There are plenty of good hiding places around. So you're saying I should find them and kill them? Just see to it they can't cause any trouble here. And then I'll tell you everything I know. Ну, я не знаю, где они. But I don't know where to look for them. They're always wandering about here. Their hideout must be somewhere nearby. They came here from the east, across the bridge, threw their weight around, and then went back the same way. And I know of only one place in that direction. What place is that? There was a camp between here and the charcoal burners in the east. Так, поход придется драться. Но, может быть, мы с ними договоримся, конечно. Добро. That's fair.
I'll look for them. The words of a true man. Once you take care Потому of что я them, смотрю, у меня back там and по... we'll talk. не сработает по красноречию 8/8, но пиздеть я не смогу. Да и с другой... так сказать. С другой стороны, я и не хотел ему пиздеть. Типа, я бы выполнил это задание. Так, коня. Пошли. Ой, тихо. Так, лагерь где-то здесь, он сказал, находится. В лесу. Ну, будем искать. Так. Стоп. Так, погнали. Ой, это не лагерь. Это деревья поваленные. Ладно, побежали пешком. Мне показалось, что это палатки какие-то. Интересно, там написано вот было убить. А можно с ними договориться, сказать, мужики, бля? Давайте, как и нет. Братва, давайте не будем стрелять друг в друга, типа, договоримся. Что случилось? Хотя, если его ищут те люди, которые напали на конюшню, то с этими ребятами, наверное, будет тяжело договориться. Так. Ну, тут, наверное, метка просто, она от пизды нарисована. Ну, что, типа, где-то здесь, наверное, вот просто по центру. Хотя... не знаю. Давайте сейчас ровно на эту метку придем. Нет. Ну, вот тропинки, небось где-нибудь здесь. Костры кто-то разводил, что это? Шалаши, блять, какие-то маленькие. Вот они. Так, здравствуйте, мужики. Look, they say he recognized someone and that he can still point his finger at others. Давайте поговорим. Greetings, my good man. May I ask you a question? Ask first, then I'll ask you something. Really? Good then. We're looking for Ginger, a stable boy at a nearby stud это они, farm. да. Have you seen him anywhere? I don't know anyone called that. I'm not even from this part of the country. What a shame. We're worried about him, but we can't seem to find him. Truly, I haven't seen him. If I were you, I'd ask the charcoal burners. Oh, definitely. Thank you for your advice. Hey! Something you're looking for. Is someone there? What's the matter? Come! You'll get... Lost your wing? Хорошо отбивается. Блять. Bring it up! Gone weak at the knees, have you? Так, выносливость. Останавливайся. Is that the best you can do? I'm going. God. Where could you? Fuck it. Fire. Бля, хороший я, кстати, себе пенек нашел. Your end is nigh. Бля, мужику просто стрелу в руку, бля.
You going to... Shit! Блять, зажал, сучонок. Is that all you got? Shit! Все, блядь. Так. Что, ты еще живой? На, нахуй. Уже не живой, блядь. Как не мучился. Так, бабки, нахуй. Ух ты, нифига, у него 100 стрел было. Отварчик. Ой, 130. А, подожди, это не 100 стрел. Это пробивная способность. Кольцо тоже забираем. Ну, все остальное мне не нужно. Так, а у тебя что? Пробивная способность была. А я думал 100 стрел. Яблоки. Короче, так себе, ребята. Так, надо лагерь их осмотреть. Бля, мне, кстати, по башке ёбнули. Можно чем-нибудь это излечить? Если ты не будешь осторожен, тебе может открыться какой-то чай. Наверное, нет. О, сундучок. Вскрываем. Ну, легкие я сейчас быстро вскрою. Так, где? Есть курить. Че у вас здесь? Дубинки, паутина. Повязки заберу. Не знаю, зачем нужна паутина, но пусть будет, может быть, пригодится когда-то. Ну, дубинка тоже не нужна. Хотя я бы, может быть, попрокачивал тупое оружие. Наверное, булава это и есть дубинка. Топор. Булава и топор. Я бы, может быть, что-то из этого бы начал использовать. Так, чисто попрокачивать. Хер знает. Да. Так, все, возвращаемся. Блин, ну сложно даже с двумя бичами драться. Вот прям реально сложно. Если бы не вот этот камушек, было бы вообще все плохо. Ну, челик красиво получил стрелу. Ну, бля, я бы мог, конечно, аккуратно бы как-нибудь подкрасться, выстрелить в башку. Хотя челику я неплохо, я ему половину хитов снес за то, что ему в плечо попал стрелой. Я ее даже до конца натянуть не успел, то есть там бы, возможно... Че он бегает, блядь? Ну, блин. Че, мне теперь тоже спать, что ли? Мужики, ну давайте я тоже с вами посплю. Где-нибудь я упал бы. Поспать. Ждать не хочу. Так, а в этом домике? В этом все занято. Близнецы. Он с ними встречался. Еще один кролик, кстати. Так, ну уже что-то у меня лучше получается все это делать. Блять, консоль. Ну, какой-то мужик ходит. А, ну он сейчас в свою палатку ляжет. Небось, я тут хер посплю. Я бы тоже бы лег поспать, блин.
Подождите, может им землянки или... Еще кого... Блин, столько тут кроликов бегает. Надо запомнить, если пригодится когда-нибудь. Кроличье мясо. А что можно приготовить? Давайте приготовим реально зайца. Ну, это чтобы сожрать эту хрень из котелка. Но это надо поспать сначала. Давайте, пока мужика того нет, я лягу на его койку спать. Ну, он меня сейчас разбудит. Он скажет, ты хуй тут спишь. Все, встаем. Ну, мужик, извини, ну извини, но я хотел поспать. Ну что теперь? Вот, можно хрючево съесть. Блин, опять я обожрался. Так, головарь. Бля, ты еще спишь, что ли? Да ты надо мной издеваешься. Давайте подождем пару часов. Отлично. Так, где ты? Вот он. Good day to you. What do you need? I've taken care of those two cutthroats. You don't look like you've been in a fight. If you don't believe me, go and see for yourself. All right, all right. All that matters is they've been taken care of. They're dead. So, what was it you wanted to tell Ну, me? не знаю, не похоже. Нормально похоже. Вон морда разбита. I suppose there's no need for that anymore. He's in no danger now, is he? And nor are we. That's right. You're safe now. All right. They're hiding him nearby. A little way along the route to Uzhitz, there's a path to the right leading to a spring. From there, you'll find an overgrown trail to a ruined hut. Finally, some useful information. Thank you, charcoal burner. God be with you. Charcoal burner. Так. А чё у меня с сытостью-то, я не пойму. Чё я опять пережрал? 104. Ладно. В принципе, 104 не сильно огромный баф на сытость. Допустим. Так, ты здесь? О, сидит, чилит. Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Почему ты сбежал? Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. Так, мужик, давайте своим богом, блин. Это как это, знаете, есть такие вот люди, которые, ну, в основном это женщины взрослые уже, ну, не знаю, которые там уже за 40, наверное, вот, которые такие типа, да вот тебе крест, я тебе говорю, вот тебе крест, ничего я не брала, ничего я не брала, вот тебе крест, богохульствуют, короче, бля. Я один раз видел бабку в магазине, которая что-то спиздила. Ну, на паузу надо, нельзя. Короче, она что-то спиздила в магазине. Вот, не помню, что, но типа, как сказать, у нее была корзина продуктов, но она что-то еще спиздила. И это еще были времена, когда во всяких, я не знаю, как в больших городах, но в моем, допустим, и вообще в округе, в моих маленьких городах, которые вокруг меня находятся, ни в одном гипермаркете нет охранника.
Вообще ни одного. То есть ни в пятерках, ни в магнитах, ни в Дикси, ни в перекрестке. Не, в перекрестке есть, ладно. Но там охранник, он как-то на выходе стоит, типа. Вот там есть, да. А вот таких нет. Может быть, в больших гипермаркетах они, конечно, присутствуют, а такие, типа, там магнит у дома маленьких, их там нет. Короче, я видел, как-то бабка спиздила что-то. Ну, там, как бабка? Ну, бабка, наверное, уже. Ну, не прям старая, ну, такая, может быть, лет там 60 ей было. И, типа, это... Ее, короче, ловит охранник, все, типа, что-то там достает у нее. Вот. И она такая, это я не брала. Вот тебе крест, сынок, вот тебе крест. Бля, не знаю, я не... Бля, без попутал, ни разу ничего не воровала, без попутал, никогда не воровала. Вот сейчас, типа, без попутал, и вот тебе крест, я тебе говорю, я ничего нет. Говоришь, бабку отпустили, там, не стали там ни ментов вызывать, ничего. Да, даже ей дали расплатиться, потому что, ну, я помню, у меня был один знакомый, еще мы в школе учились, он всегда воровал в магазинах, типа, то есть он приходил в магазин, и он все время выходил оттуда с чем-то сворованным, там, шоколадку он там спиздит, или конфеты какие-нибудь, ну, такие вещи воровал, типа, там, лимонад какой-нибудь маленький, типа, там, энергетик. Вот, и когда его ловили в магазинах, они просто такие, все, пошел нахуй, типа, ну, выпроваживали его и даже, ну, не давали купить, короче, ничего. А бабки, типа, дали расплатиться и, типа, просто сказали, мол, все, возвращай, поставили потом обратно на полку. Вот. Такие вот дела. Воровать в магазинах нехорошо. Даже если у тебя очень мало денег, воровать все равно нехорошо. Вот, это преступление. Тем более, смотря как воровать. Бабку-то отпустят, бля, а ты что-нибудь пойдешь спиздишь. Тебя могут и того. Ну, там да, просто неприятно, наверное, когда тебя ловят. Типа, я, конечно, в магазинах как бы это того, блядь, ну, не подворовывал, но, типа, моих друзей ловили и... Как, ну, как друзей, одноклассников там. И там потом просто долгие разборки, там начинается пугань, особенно если ты пиздюк какому-то тебе лет 15. И все, тебя сразу заводят в какую-то коморку, блядь, и говорят, все, мы ментов вызываем, блядь. Просто вот чисто, я не знаю, там, может, им премию за это платили раньше. Типа, отчитаться, смотрите, мы, бля, поймали целого малолетнего преступника, который сникерс спиздил в магазине, бля, и реально ментов вызывали. Вот на моих одноклассников, типа, они там сидели, блядь, короче, ментов ждали, блядь. Ну, а менты чё? Менты такие, ну, блядь, ну, чё, бля, поехали, блядь, вот. Но одного, короче, выписали штраф на предков, типа, там, сколько, я не помню, рублей 200, что ли, тогда было, типа, вот. А второго просто такие, типа, ну, поехали. Они его, короче, из магазина вывели, такие, где живешь, блядь, он там, ну, там-то, там-то, блядь. Они его, короче, типа, отвезли до дома, блядь, сказали, ладно, все, пизду, еще раз поймаем, типа, блядь, там штраф выпишем. Ну, не стали, короче, дальше, типа, что там, протокол составлять, штраф выписать. На одного выписали, блядь, штраф, ёпта. Привезли к предкам, короче, бля, выписали штраф за воровство. I'm looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognize? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ushets, and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ushets, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ushets, and he has a limp. He limps and he's from Ushets. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave any... Сегодня, кстати, видел знакомую девчонку, которая хромает. Я говорю, может, ты не будешь ходить? Да не, нормально, типа. Ну, ногу недавно подвернула, ходит в магазин, короче. Такая. Это она! Это, короче, она, бля, спиздила крюк и зарезала разбойника, отвечаю. Don't worry, I'm gonna get bored. All right. I woke up
in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past, and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight, and I started to sneak away. But then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough. But then all the killing started, and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside, and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ujits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Так, ладно, устроили резню, короче, на конюшне. I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no. Ну а да, непонятно, вы хотели коней спиздить, чё же вы резню-то устроили, что-то случилось. Либо просто пришли какие-то отморозки поугарать, потому что, ну а чё там на конюшне-то холопы, блядь, сидят, у них нихуя нет, вон у мужика был только этот, блядь, крюк, и то он им вроде как не воспользовался. Вот, ни охраны нет, ни стражи нет, хотя это странно, почему стражи там не было, или как минимум каких-нибудь, как это сейчас называется-то, социально активный гражданин, САГ, вспомнил, да, вот, я знаю, о чем я говорю, бля, вот, САГ, так называемый, вот, и они сейчас присутствуют, вот, во всяких деревнях, например, поселках небольших, всегда есть так называемый САГ, то есть социально активный гражданин. И еще есть, типа, так называемые старосты, это, типа, главный, короче, над ними. Все это, короче, формально, по сути, то есть они не получают каких-то там привилегий, не получают каких-то дополнительных, вроде как, денег там и все такое, но они могут иногда, как сказать, САГ и староста, они могут собираться и какие-то вопросы обсудить с руководящим составом того или иного поселка, потому что, как сказать, да, в поселках и в деревнях, и в селах, там нету как бы главных, вот, как раньше было, типа, там, есть главный за поселком, нет, есть, короче, глава администрации, получается, есть, как глава муниципального образования, и есть еще... ну и все, да. И типа по сути, то есть если это поселок, к примеру, относится к какому-нибудь городу, то там есть как бы, ну, глава, и к нему все относятся, все к нему обращаются. Вот, глава, заместители его. И, короче, типа староста и САГ, они могут, короче, какие-то вопросы решать. Ну, не знаю, там, к примеру, там, что-то в деревне, там, в селе в каком-то провести, там, какой-нибудь газ, ремонт сделать, дорогу, там, еще что-нибудь такое. Вот. И, собственно, эти САГ и старосты, так сказать, у них, ну, на данный момент с ними постоянно связываются. То есть, даже если, допустим, какой-то пожар случился или еще что-то, то есть, эти люди, ну, могут помочь связаться, там, с МЧС, там, чтобы пожарка приехала, с ними могут связаться. Если, например, что-то произошло, там, ну, грубо говоря, человек позвонил с села и говорит, запах какой-то непонятный, типа, запахом, воняет чем-то. Они могут связаться с этим старостой, и тот уже будет, типа, решать вопрос, воняет, не воняет. Короче, такие вот, типа, мини-должности на гражданском уровне. Вот. И я не знаю, типа, есть ли у них какое-то оружие или что-то типа того, но вообще это, типа, люди такие, ну, не прям какие-то говнари, такие ответственные. Возможно, у них есть ружья, кто-то из них, кстати, я вот знаю, например, может быть сагом, например, егерь какой-нибудь, а у егерей зачастую ружья есть.
И то есть вот как бы почему вот около этой конюшни такой значимый объект, да, почему нету социально активных граждан? Вот, кто был бы вооружен, ну, рушить вроде как еще нет, но хотя бы мечом и дружину могли бы собрать хотя бы, ну, человек 5, что ли. Это понятное дело, что их больше было, но 5 человек 8 могут какой-то отпор дать, лучника там какого-нибудь посадить куда-нибудь в конюшню и все такое. Чем очень странно, почему у них это не развито. Ну, почему так напали на эту конюшню. И из-за этого резня началась, потому что, ну, а что холопы сделают, они же не вооружены, ничего, они сопротивления дать не могут. Что, они с кулаками бросятся на меч? Ну, вот кто-то, наверное, бросился, его и порезали. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. Так. Ну что ж. Рыжего мы нашли. Ну, я так понял, мы могли сами найти где-нибудь здесь, но... Ладно. Так. Что ж, возвращаюсь на конезавод. Нужно ли вернуться Рыжему? И Бернарду надо доложить. Ладно. Заодно Хрючево упадет, потому что сытость больше 100 уже. Блин, сытость, конечно, пиздец, в котелок реально хавчика закинул, пожрал, и сытости прям надолго хватает. Так. Вот мы, собственно, сначала давайте поговорим с людьми, чтобы мог челик вернуться. А потом Бернарду доложим. Так, это Б у нас, да? Давайте смотреть. Зора, Зора, Зора. А чё поторговать я с не могу? А, можно... Чепрак. Что это? А, это накидка для лошадки. Мне это, наверное, не надо. Подковки. Что это подковки? Быстрее скакать рысью и кентером легко. У меня, кстати, шпоры есть. А почему я до сих пор их не одел? У меня есть где-то шпоры. Они это в оном где-то находятся? Или я их продал, блядь? Вот они. Я могу одни шпоры одеть. Давайте это сделаем. Шпоры. Ношение шпоры увеличивает твое умение верховая езда в зависимости от их качества. Шпоры прикольно. Ладно. Вы I примите found Рыжего. Ginger. He begged me to ask if he can return, man. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? Ну, он убежал же после налета. Типа, мы же с ним разговаривали там. Because he gave those murderers a Мы signal. успели с That's ним not true. поговорить. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. Why would they do that? Why not? They'd already murdered several people. Why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of.
And the rest have no reason to return here. Я только And двух what about for убил. revenge? Третьего завалили You в can't take лесу, it то есть back. еще 5 где-то шароебится. Давай I договоримся. understand your concerns, but you just need to ask Sahanish to leave you a guard. Those bandits might be willing to take on a few stable boys, but not an armed soldier. Вот я вот про это и говорю. Почему вы до этого не додумались, блядь, It can be раньше? arranged. I'm sure Sir Bernard won't object. Good then. Let the lad come back again. May the Lord watch over you. Так, что? Я теперь... Иди расскажи... Так, скажи Рыжему, что он может вернуться на конный завод. Виктор, здорово! Здорово, здорово. Здорово, блядь. Так, сейчас поедем, короче, мужику. Скажем, что все нормально. Вот, кстати, ты говорил по поводу покупки лошадей. Вот я теперь могу к бабе подойти и купить у нее лошадь. Там была прям плашечка. Но я не знаю, мог ли я это делать до этого квеста. Но дело в том, что я не мог это делать до этого квеста, потому что, ну, мне лошадь дали по сюжету, а тут пошло нападение, и, короче, мне по-любому надо было сюда ехать, чтобы это нападение отражать. Но я не поехал. Я говорю, от начальства пиздюлей, небось, получу, но я уже все расследовал. Я узнал, что напали, короче, какие-то разбойники, я парочку зарезал. А Рыжий, короче, испугался, где-то спрятался, я его тоже нашел. Теперь пойду ему скажу, что все нормально. И он может вернуться. Такие вот дела. Так. Надо лошадку бы, кстати, снарядить. У меня денежки-то есть. Хоть так. Чтобы она покрасивше выглядела. Место. Ой, слушай, оленина. Мне по квесту нужна. Итак, Александр меткий стрелок. На нахуй, в жопу попал. Он должен сдохнуть скоро. Или не попал. Блять, я попал в жопу, да ладно. Ну и сейчас попал. Или не попадаю, блядь. Мимо ног, наверное, пролетело. Блять. Да блять! Ближе подойти. Хорошо, что тут животные не такие шуганые, как в каком-нибудь Red Dead Redemption. Вот, все. Там вообще пиздец, там хуй подойдешь, блядь, к оленю. Мясо. Отлично. Так, надо скинуть. Я думаю, мы выкинем просто вот это вот. О, вареное мясо зайца. Я его выкину, оно мне не нужно. Вареное мясо. Вот это можно съесть потом. Где мясо оленя? Мне 40 надо, да? Вот выкинем, короче. Сколько надо выкинуть? Оставить точнее. Ну, давай, ладно, 13. И 60. Все. Бля, все равно перегруженный. Ну тогда на лошадь скину. Блять. Еще и лошадь теперь перегружена. Блять, тут всякого говна продать надо. Я еще шкуры этих напихал здесь. Сколько на лошади места?
Давай хотя бы, блядь, 20 попробуем скинуть. Еще вместится хотя бы 10. И еще парочку. Отлично. Ложка почти нагружена. А небось почки оленя, вот эти, которые по квесту, это небось рандомная хуйня, которая будет выпадать, блядь, редко очень. Не, ну у меня Red Dead Redemption за плечами со 100% прохождением, поэтому все эти поиски, блядь, животных по лесам с хорошими шкурами и так далее, я уже на этом собаку съел, блядь. Ебать, их там много. Я с тремя разбойниками точно не справлюсь. Они еще и вооружены, нихуевенько. Опа, в натуре, опа, опа, чики-брики и в дамки, блядь. Не, с такой шайкой мне точно не справиться. Они еще при том вооружены, видел как, блядь, у них броня там какая. Я ее хуй пробью своей этой хуйней. Чем я там дерусь-то сейчас? Дуэлянтом, блядь. Ну у него урон нормальный, 62. Так, рыжий, блядь. You can return home. It's hard work to convince them, so please don't get into trouble when you go back. Thank you. I'd like to give you something, but I've got nothing, except if you're ever traveling by way of Neuhof, stop by and I'll show you something with the horses. О, чел мне научит по верховой езде. Ну окей. Я не против. Так, все, возвращаемся, докладываем начальству. Блядь, на меня сейчас нападут, небось. Я же тут же разбойники были. А, да нет, кстати, не напали. Сколько стоит сожрать вареное мясо кролика? Сколько он дает сытости? Энергия -3. А, ну это понятно. 14. Я переживу, если я его съем. Не будем этого делать. Бля, или в город верну... Блядь, нет, я вернусь в город. Объясню зачем. Чтобы сдать железки эти продать и мясо сдать по квесту. Я боюсь, оно испортится. Тут мясо пиздец, один день и все, оно уже испорченное. Зон хуярит, бля. А интересно, у торговца пополнились ли эти припасы? Ой, не припасы, а деньги. У него тут денег не было, я помню. Давай сначала деньги проверим. 3000. О, блядь, сейчас разбогатеем нахуй. Вот это продадим тоже, кстати. Ебать, сейчас разбогатею, продать. Бля, у меня 4 серебряных кольца, но это, наверное... 5, может, поры тоже продать? Нахуй мне нужно мне 2. Поры одни продам. И вот это. На 1500, блядь. Торгуемся. 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 1700. Close,
Drop the price a bit more and we'll shake on it. Так, ладно, торгаш. 1630. Ну, давай 1670. Aye. О, нихуя сторговался! О, ачивку дали. Скупой рыцарь. Что это значит? Накопить 5000 грошей. Отлично. Так. Песня, песня, песня. Пойдем продадим еще мечи ненужные. Да я, бля, богатый. Так, где оружейник? Good day to you. What do you need? Ой, подожди, я их с лошади достал. Блин, вот это не очень удобно. Типа, надо с лошади достать сначала. Игла продаем, меч оруженосца и оскол. Дуэлянт у меня остается. Все, на 200 рублей. Но мы сейчас торгуемся на 300, наверное. Торгуемся, блядь. Давай на 300, я даже сильно выебываться не буду. Все, ништяк. Еще и репутацию улучшили. Так. Теперь лошадка. Забираем наше мясо. Так, подожди, Так, я не понял, а где остальное мясо? Почему 3, блядь? Я же, блядь, дошел до хуя мяса. Где остальное мясо-то, блядь? Надо, кстати, со шкурами что-то сделать. Я думаю, я их в ящик скину. Так, а где этот мужик, который у меня... Может, я ему 10 скину? Вот. Давай мужику скинем 10 уже. Чтобы оно не протухло. Блядь, небось протухло остальное мясо. Кстати, это скупщик, да? Давайте ему кольца продадим. Блядь. Он хавчик, что ли, блядь, продает? Good day to you. $50, блядь, скупает кольца. Ну давай, ладно, 3 кольца я ему продам. Ой, он и лук, кстати, луки скупает. Или нет? Что еще я могу продать? Вот, мясо зайца испорченное. Все отдаем. Мне не нужно. Да и вареное мясо тоже отдаем. Грибочки. Может быть, я выкинул нечаянно, блядь. Let's have a word about the price. Naturally. Так, 215. Ну давай 230. Agree? Нет, еще сбросить хочет. 225. Finally. Слушай, да я уже охуительно торгуюсь. Я скоро, бля, завладею вообще рынком. And to you. Так, куда я, наверное, 10 ему сдам, 30 оленя, это, блядь, там одного оленя всего завалить. В этом плане тут попроще, конечно, рил. Одного оленя завалил, все, мясо добыл. Это не как, блядь, во многих играх, блядь, целого оленя ёбнул, а мясо ты с него, блядь, один кусочек, там, 2 забираешь. А теперь потом, блядь, ищи еще, блядь, 20 оленей, чтобы, блядь, надыбать. Олесь. А. Типа ему теперь все надо мясо? Слушай, ну это не интересно. Ладно. Тогда направляемся. Да.
доложим. Блять, ну куда я мясо-то дел? Сука, я его реально, что ли, выкинул нечаянно? Наверное, я его выкинул, блять. Я это чуть не посмотрел. Я его, наверное, выкидывал вместо того, чтобы на лошадь перекинуть. Ну ладно. С оленями тут нет проблем. Найдем еще. Слушайте, а по поводу для лошадей приколов. Подкову для боевого коня способна нести на себе рыцаря в полном доспехе и переходить на самый быстрый холоп. Вот седла. 4 седельные сумки. Необходимо не только лошадь, но и всаднику. Нужно помнить, что некоторые седла тяжелее других. Более легкие седла позволяют перевозить более тяжелые грузы. Да я не очень понимаю. Вот, седло с 4 седельными сумками. Панское седло, 4 седельные сумки. Уздечки. Чепрак для чего нужен? Блять, ну можно было бы сумочку купить, но я что-то не знаю, блять. Грузоподъемность лошади увеличивается после этого или нет? Так, здорово, мужик. Well, well. Look who deigns to grace us with his presence. I was looking for that boy and... And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. How would I explain that to Sir Radzig, eh? I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Never crossed my mind he wanted to get himself killed. I... Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask, and not go roaming off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiering, and it's my job to whip you into shape, so I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks, because if I get my way, you'll be hanged for desertion. I hope we've got that out of the way. I've made myself absolutely clear. And now, let's... Да, я говорю, начальство будет недовольно за то, что я это все сделал. Я знаю, кто напал на Ноху. У меня такого не было. Ну ты, наверное, сразу отправился, а я, видишь, бля, я распиздяничал. Баб трахал, блядь, насыновали и все такое. Ну, типичный крестьянин-солдат, бля. He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right, since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzig will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Что значит передать добычу? Trophy. А, ушки. Good. Good. That's how to treat the bastards. 35, короче, грошей, одно ухо, ладно. Обучение. Слушай, давай бой на мечах. I'd like to improve my swordsmanship. Certainly. Новичок? I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Он просто, ну давай, ладно. Прокачаем меч. My respects to. I'd like to improve. Certainly. I'm interested in more advanced. All right, but it'll. Сколько стоит? 180. Заплатим. Now, pay close attention. Бой мечом, ведение боя. Сколько у меня уже бой мечом? 6. Ну, наверное, больше он мне не даст, да? I'd like to Certainly. Да, только 10 уровень, я понял.
А защита? Certainly. То же самое. Ну I'd давай. like to practice. All right. Now. Сейчас денежек подзаплатим, попрокачиваемся. Но защита у меня, по-моему, хуйня тут. 3. Я не могу больше прокачивать. Бой ведение топором. Я ни разу топором не дрался, I'd но like to learn. Certainly. тоже I'd like купим. to practice. All right. Now. Все. Он, наверное, одну только, да, дает характеристику? Да, 1 уровень прокачивает. Ну, допустим. Ладно. Что смогли, мы купили. Кстати, мужик, блядь, которого я вытащил, вот он меня хотел научить верховой езде. Good, good. No one's trying to cut my throat, and I've got a proper roof over my head again. I'm glad it worked out for you. Sometimes, when I go to the courtyard at night and there's a sudden movement or sound, it makes me jump, but it's just a memory. You told me you'd teach me something useful. Aye, and I keep my word. О, мне денег. О, ачивку дали. Рыжий. Спасти рыжего от разбойников. Окей. О, ты тут. Здравствуйте. God be with you, lad. What can I do for you? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. Давай всю историю, я заодно вспомню, что там вообще было. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they had to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but 2. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarreled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. The rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Uzhitz. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhaya to oversee the security of the region. Yes, sir. Так, все, бросаю все и еду. В этот раз я не подведу своего, бля, начальника. Why choose Merhaya? It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Uzhitz. I found out one of the bandits is from there, a fellow they call Limpy Lubosh. I see. What else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Take care. Так, продолжаем расследование резни, блядь. Итак, отправляемся вот сюда. Ну, поедем пешком, реально. Что-то я как-то так подумал. Может быть, каких-нибудь разбойников встретим, кому-нибудь пизды дадим. Потому что я полон сил и уверенности. И моя пушка заряжена и денди.
Чуть, кстати, меч попрокачивали. Тоже прикольно. У меня уже 6 владений мечом. Может быть, хоть перк взять? Итак. Рубящий, колющий. С помощью стремительного удара гнева и стойки быка парируйте со своего левого плеча удар противника в бок и делайте укол прямо в грудь. Ой, не ту кнопку нажимаю. Дальше. Короткий меч, охотничий меч, сабля. А, ну тут надо, короче, смотреть, каким мечом я больше всего пользуюсь, да? В ебло. Длинный меч. А вот у меня вот этот. Какой меч? Он длинный, блядь? Дуэлянт. Длинный, кстати. Удар в ебло. Стремительными атаками переведите противника в защиту, затем выполните обманный укол. Переправляйте клинок вперед, а выполните горизонтальный удар параллельно земле. Такое получается. Входя клинок врага и направив удар прямо в ебло. Двойной укол. Ну, это видишь, короткий меч, тут вот сабля. У меня пока длинный меч. Я понял. Типа делаешь укол, но переводишь его снизу. Ладно. Прикольная, наверное, способность. Может быть, взять. Или пока не будем. Тут, блин, распределение. Длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий. Смотря какими мечами я буду пользоваться. Но я пока не знаю. Я пока мало с мечами орудовал. Поэтому, наверное, я пока не буду ничего брать. Может быть, мне понравится... Тебя еще не всем приемам научили. Ну вот да, я еще не всеми мечами пользовался. Может быть, мне понравится саблями драться или коротким мечом. Поэтому я пока не буду распределять перки. Владение уже 6, это неплохо. Залезь. Бля, по каким-то лесам ебаным бегаю тут. Именно ебаным. Так. Блять, ну я вообще не туда бегаю. Надо вот так вот примерно бежать. Еще если оленя встречу, надо будет завалить. Сразу мясца с него забрать. 30 штук мне надо. Блин, почему нельзя сдать, блядь, 10 мяса, чтобы потом, типа, еще 30 донести? Оно ж стухнет у меня. Так. О, я почти прискакал. Бля, как красиво, сука. Так. Узнай, где живет хромой. Сейчас, блядь, я, сука, узнаю.
God be with you. Промой. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? Must be that farmhand, Lubosh. I don't know what the hell you'd want him for, and I don't much care. He's got a cottage on the edge of the village near the stream. May the Lord watch over you. Так, сдал своего пацана. Ну, пойдем посмотрим. Где он, далеко? Да нет. Нихуя тут деревня, блядь. Нормальная такая. Небось изучать сейчас опять придется. 100-500, блядь, этих точек. Так, я подошел? Нет, еще не подошел. Давай, рассеивай туман, блядь. Да, о, вот. Да, пиздец. Ладно. По горячему следу идем. О, пацаны, что тут происходит? Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Ебать, да сколько этих храмов-то людей в этом мире. Ух ты. Не повезло. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Бастяк. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything.
I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Так, ладно. Общаемся с людьми. I've come in the name of Sahanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know how I can help you, but ask if you must. Who was this Lubosh who was murdered? You could see at first glance he was no good. I kept well out of his way. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time, and then yesterday he turned up at the church and even talked to the parish priest. I never saw him do that before. Probably had a bad conscience. Да небось грохнуть хотели, поэтому, блядь, и решил под конец со священником поговорить. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? I don't think he was home. I didn't see him all day. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? As far as I know, he had nobody at all in this world. That's all. Thank you. God bless. Good God, what happened to your clothes? I've come in the name of Sahanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Ask away. Who was this Lubosh who was murdered? He was a drunkard and a beast, and lazy too. Idle hands are the devil's tools. Have you noticed anything suspicious recently? The only thing seemed suspicious was how a rogue like him suddenly started going to church. Now I see why, of course. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? What do I care about that scoundrel? I was glad he stayed out of my way. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? He was always a loner. Except lately he started talking to the parish priest of all people. That's all. Good luck then. God be with you. Ну, крестьян спрашивать, наверное, нет смысла. I've come in the name of Sahanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know anything about it, but ask all you want. That man Lubosh who was murdered, what was he like? I didn't really know him. He kept to himself, even in the tavern. Have you noticed anything suspicious recently? Come to think of it, he was in church yesterday. Короче, меня все направляют к священнику. And went to confession. I Ладно, was я wondering понял. what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. Ладно, пошли к священнику сразу. That's all. God be with you. Так, священник. Еще там квест какой-то. Кошмар. God be with you. Is there anything suspicious going on in these parts? Indeed there is. Around here, you should hear about what Vashek the groom has been up to at the stables. When the head groom told the lads here, they fell off their seats laughing. And that's not all. Just last night, Father Godwin was here, calling fire and brimstone down on old Gertrude, the herb woman. He's not one to make a fuss over some trifle either. God be with you.
Do you have any work that needs doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a local witch. A witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. A little bird told me she incited some Ujet's women to witchery. A little bird told you, did it? You know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. In other words, someone's been gossiping. And what's the problem? As long as herb women stick to giving psychic to folk and bloated cows, assisting in childbirth, or burning incense in bedrooms to help with sleep, then nothing at all. But this is sacrilege, and it's unsafe. All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those concoctions. I'd hate to see her poison some poor gullible lass. What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church, so tell her I sent you. That will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it. Ну ладно, попробуем. Good. And never fear. I'm a man who always pays his debts. You'll find Gertrude, the old herb woman, in the woods. Take care now. Jesus Christ. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? A bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. But Lubosh is dead. You can't hurt him, but if you don't tell me, more innocent people may die. If I told you, I would be betraying a vow that's a cornerstone of the Holy Church. If people believed the sanctity of the confessional couldn't be trusted, the consequences would be even worse than that. Worse than the death of innocent Christians? Worse than the murderer escaping punishment? No one escapes punishment. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right. Thank you, Father. God be with you. Ну, блядь. Ладно. Ждем вечера. Где это карчма? Дьяволица. Ебать, недалеко. Ладно, поизучаем город тогда. Тут еще есть что посмотреть.
Вот 3 магазина впереди. Да, в принципе, уже почти вечер. А, вот, кстати. Идет бухать, сука. Ладно, погнали в корчму. Так, сейчас подойду. Блин, не получилось убедить священника. Что такое? Так, блядь. Что за хуйня у вас тут? Что за хуйня, блядь? Так. Как там было, я его дальше забыл. Пора зонты ставить. Знаешь, кто вот спиздил? Да, сумасшедший. Так. Ну здорово, лысый. The blessings of our Lord be... And with you, lad. Take a seat. I'll bring it right away. Сумма. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh. I'm sorry. What about your kin? I'll have a beer. They're dead. Well, I'm sorry to hear that. Here. We'll drink to them. Давай, It must давай. have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. The parents, the girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. О, к нам May девка God grant какая-то them eternal присоединилась. rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujitz, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing.
what actually happened at Noyo. The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhoff stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone. А вот, кстати говоря, сейчас такая тема есть. Я не знаю по поводу церкви, конечно, да, и в церкви это тоже работает. Но даже вот клан Сопрано был этот момент, что психологи, адвокаты, все, конечно, хорошо. Нет, с адвокатами, по-моему, по-другому работать, с психологами, вот. Если, короче, ты ему рассказываешь что-то, что противоречит закону, например, ты рассказал о том, как убил человека, то тогда психолог по закону обязан доложить полиции, и тебя придут скрутят. Вот. Поэтому Тони Сопрано очень аккуратно, типа, со своим психологом общался, потому что она ему сразу рамки поставила, что, типа, не, родной, ты, конечно, рассказывай, но если ты сейчас расскажешь что-то такое, что вот, типа, закон нарушает, я пойду в полицию. Вот, с адвокатами немножко по-другому. Адвокаты, конечно, тоже обязаны предоставлять там, ну, грубо говоря, что если человек пришел, сказал, я убил там кого-то, и мне надо отвазаться, конечно же, он это скажет. Но он будет говорить о том, что типа, блядь, да он там пьяный был, да у него там жена там изменила, да он там, я не знаю, там сумасшедший. Ну, в общем, будет от этого уже отталкиваться. То есть он не будет отрицать того, что произошло убийство, но при этом вот будет пытаться, типа, это убийство скостить. Там самозащита или еще что-то. Хотя адвокаты разные тоже есть. А вот психологи, по-моему, так и работают. Но когда я в армии служил, у нас тоже был священник, и типа, он всегда говорил, что если хотите пообщаться, заходите, там пообщаемся. И у нас был челик, который туда постоянно к нему ходил, у него погремушка была Тарас. И, ну, звали его по-другому, я не помню, как его звали. Но погремушка Тарас была. И, короче, типа, я с ним общался, потому что, ну, как-то мы с ним пересекались, там, в нарядах и все такое. И он говорил, что, типа, священник такой же психолог, типа, как, блядь, как и доктор. То есть он тебя выслушает, там, поймет. Только единственное, что у тебя психолог будет направлять, там, условно, люби себя, блядь, ёпты, все у тебя будет круто, мы, бля, прорвемся. А священник будет направлять на то, что, типа, Бог за тобой следит, и все будет прикольно. Вот. Тот же психолог, только ебанут. И не ебанут, он просто направляет, как бы, тебя, получается, к тому, что Бог тебя сбережет, а психолог тебя направляет к тому, что, типа, ну, ты сам себя сбережешь, или тебе друзья помогут, или он тебе сам лично поможет, понимаешь, вот так вот, короче. Но, типа, он говорил, что, типа, священники, когда человек идет на исповедь, по сути, то же самое, что к психологу сходить. Так сказать. Человек выговаривается, ему становится проще. Человек сложно выговорится кому-то, а вот как бы священнику выговорится, потому что он, ну, как говорится, почти рядом с Богом находится, ему проще. И психологу выговорится, потому что он, ну, профессионал в плане мозгов управления. Вот как-то так. Но если произошло преступление, они всегда об этом доложат. То есть, если к священнику на исповедь пришел человек, который сказал, что он кого-то убил, то этот священник сообщит ментам сразу. Ну, как бы, потому что это преступление. Там исповедь не исповедь, но это преступление. У них исповедь как идет? Ну, блядь, пошел там, жене изменил, там, ну, такие вот вещи. Что-то спиздил. Ну, они такие, ну, ладно, ну, спиздил там.
Вот. А убийство это серьезный грех, поэтому они о нем сообщат. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? God bless them. On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth. Блять, что он рассказывает, какие-то церкви где-то в глубине. Я что-то вспомнил про праздник огурца. Создали. Прямо сгонять в этом году, если получится выпуск второй выбить. Buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress. Тем более в Суздале я был когда-то. Вспомню, бля, как было. Там народу пизда стала ездить. Да, конечно, потому что Илюха разрекламировал, блин. For you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticizes the Pope for debauchery? No, I don't. No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. Я читать не умею. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up, and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. It's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Это мне нравится. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down.
Ебать музло. Будто я попал на концерт, не знаю, во славу Руси священной. На праздник огурца. Ой, хорош, Индри, хорош. Индри, буду звать его Индри. О! Конечно, я сильнее лысого какого-то. Ой, хорошая пьянка. Пьянка вообще обалденная. Бля, чё побухать не даешь? Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks. So fucking what? Write a letter to the bishop about you. Well, not to worry about, man. Everyone knows the only one around here who can ride is me. Enough! Men, throw them out. Wow. Нормально вы, блядь, священника. Henry, back me up. Да ладно. Чё, реально пиздится? Стойте, стойте, подождите. Мне дали, кстати, ачивку. Грешник. Допейся с отцом Багутой. Багутой. Дали ачивку. Бля, нет, я, наверное, все-таки верну оверлей. Что-то как-то неинтересно. Ачивки выпадают, никто не видит. Сейчас я верну оверлей. Ой, игру сломал, ёбаный. А, все, вернулся. Я думал, игру сломал. Не, просто ачивка, когда выпадает, никто не видит, некрасиво. Просто когда эти уведомления... Ёпта. Ебать, мушки появились, прикинь, весна, мушки появились. Охуеть, вон одна сидит, блядь. Сука, я бы ее размазал, но мне обои жалко, блядь, портить. Скоро весна уже все тает, уже скоро, блядь, скоро можно будет пьяным под лавкой спать, блядь, как старые добрые. Наконец-то, обожаю лето. Летом заебись. Блядь, жалко, что Андрюха кореш, блядь, где-то пропал, блядь. Ёпта. Мы раньше как бухали, блядь. У нас когда весна или там лето, такие жаркие погоды, мы с ним, блядь, шли, короче, по кабакам. Потом брали, короче, резервно бутылку водяры. Чисто резервно, когда уже все кабаки заебут. И мы с ним уже где-то часа в 3 ночи ходили, короче. Вот, бухали водку. Вот, и ходили, гуляли по городу, блядь. Вот это было, блядь. Вот это пиздец. Не, реально интересно, пиздец, вообще круто. И просто ты такой сидишь уже, блядь, потом можно где-то на лавке. Пиздим, уже, блядь, спим. Глаза открываешь, ёбаный в рот, 9 утра, ебать. Уже, блядь, люди ходят на работы уже, блядь. Даже уже все на работу ушли, блядь. Ты такой, ёпта. А вдруг что-то мы с тобой перебухали, блядь. Вот. Ну, это было весело, конечно, круто. Да я чё, да я и сейчас готов. Просто, бля, ёпта, это... Ну, надо собраться и все. Ходишь, гуляешь, блядь. Некоторых даже людей встречали, разных всяких. Вот. Ну, кстати, ни разу нам морду не набили, что интересно, блядь. Ну, Андрюхе, конечно, хотели набить морду, потому что он слишком много базарил с незнакомыми людьми. С незнакомыми людьми надо аккуратно разговаривать. С ними общайся на обычные темы, на то, что сейчас происходит. Типа, настроение хорошее. А вот там начинал, блядь, свое мировоззрение, блядь, рассказывать, и многим людям это не нравилось, блядь. Ему хотели пизды дать пару раз. Ну, прям пизды не дали, кстати. Типа, хотели. То есть там даже уже конфликт был. Чтобы раздали, все, и все успокоилось. Все, поехали пиздиться.
Бля, священник, отойди, я им сейчас всем ебало расшибу. Бля, неплохо, мне жизни отбавили. Слушай, я им пизды-то дал. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dears. Careful. Ох, ебать. Godwin, you're... Не, ну челиком я нормально ебальник набил. Here we are. Look at this beauty. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. This is wonderful. Ah, bloody elf. Ебать священника, заебись. And now, my dears, comes the climax of the evening. Godwin, you old goat. Come here. Нормальный такой священник, бля. Ух ты. Что творит этот парень? Так, все, закрывайте, блядь, глаза. Закрывайте глаза. Вот это побухали. Ёпта. А еще у меня мясо, походу, пизда. Надо его выбросить сразу. Да, придется целого оленя еще искать. Мужик, мне голову разбили. И еще у меня баф какой-то. А, я пьяный. И очень даже сильно, походу. Состояние душевного здоровья, которое может понять только пьяный. Опьянение наступает постепенно, а его уровень отображается золотым фоном на значке усиления. Он вырастает пропорционально выпитому. На середине шкалы твоя сила, красноречие, живучесть и обаяние могут вырасти на 2 очка. Чем ближе вы к отметке середины, тем больше прирост. При этом также значительно вырастает заметность. Когда ты пройдешь отметку середины, действие опьянения изменится, что также отразится на значке. Твоя сила, живучесть, обаяние получит штраф максимум в 2 очка. Чем ближе ты к заполнению шкалы, тем серьезнее штрафы. Если ты продолжишь пить и увеличишь свое опьянение до максимума, ты вырубишься. Как только ты усвоишь весь выпитый алкоголь, опьянение начнет постепенно уменьшаться. Если ты выпьешь много, то после окончания его действия у тебя все еще будет похмелье. Количество алкоголя, требующего для наступления отрицательных эффектов, зависит от твоего навыка пьянства. Если ты часто пьешь, то можешь стать алкоголиком. Как скоро это случится, зависит от твоего навыка пьянства. Блядь, игра охуенная просто. Мужик, сколько вы вчера выпили, блядь? Где мы? Мы что, под лавкой спим? О, бля. Какой красивый рассвет. Вечер Вечер был классный.
Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell! Where the? Oh, what the? Oh, who the hell are you? Oh, Henry, my great friend. Эндри, блядь, ебать, с тобой весь вечер бухал. Certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head. Не, нормально побухали. My poor suffering stomach. Иконы, кстати, православные висят. Вон того точно православная икона, блядь. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look, from what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishops can have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Вот священник, блядь, вот ему только нажраться и все, и сразу, блядь, он все раскроет. So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. Well, all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubo. Чё, блядь, я ебу, какая там в корчме была проповедь. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Блядь. Башка отбита. Я еще нихуя не выспался. Ну вы угораете. И похмелье еще дикое. Приодеться, что ли? Сердце бьется. Huh?
Блять, ну я постараюсь почитать, пробовать. I thought he'd never show up. The swill dog. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God. Any minute now he'd throw up. So I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Я да весь драный, блядь, точно. Нашел кому. Бля, говорит, давай за меня прочти, сам отпизженный. И я, блядь, вон пиздец. С этой, блядь, шмоткой, которую уже выкинуть можно. Привет, привет. Вчера с тобой виделись. You may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Curious which one of them will puke first. Greetings, brothers and sisters in Christ. I am here to tell you about Mother Church and to show you through my words how she is falling into decay and abandon, how the once great mother of all Christians is losing her dignity and trading in souls like the merchants in the temple. But I am digressing. That whelp wants to preach about the church. One should not believe in the church, because the church is not God. God is above all things, and the church is but a means to salvation, which the prelates do not care to hear. He's right. Слушай, у меня больше. У меня больше. Почему? У меня 5, точнее, у меня 7, сейчас у них 5. Enemies, injustice, hunger and chaos, failed harvests, fires, floods, and other catastrophes. And it is all due to Почему? the corrupt У меня servants больше of красноречия, God чем who у do них. not practice what they preach. They think sins can be washed away by money, and they sell indulgences, and that's bad, because sins cannot be redeemed with silver. Prague didn't do much for his confidence. And what sins? They live with harlots and keep concubines, even though only marital intercourse for the purpose of procreation is pure. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? And how much darker the sin if that man is a servant of the church? Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on priestly robes? Nothing we don't know about already. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching, and whose по absolution красноречию. they promise if you pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Сейчас победил. Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops?
They Тогда у seek него without красноречия было remorse, and больше, with the чем у money них. grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes Я of там servants показатели to смотрю pamper them. слева. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good father Godwin. At least he's a fair and simple man. Hear my words then. The church is corrupt, and her servants seek their own gain more than the salvation of your souls. A priest who fornicates and indulges in gluttony and intoxication is no priest at all. You would do better to be your own priests, each and every one of you, for you have no need for such Pharisees and hypocrites to attain salvation. Yes! Down with the hypocrites! Down with Godwin! That is all I heard in Prague. Amen. Я старался. Have you no shame, you pair of buffoons? I'll be writing to the bishop of this. For shame. Utterly blasphemous. Can you believe such behavior? For men of the cloth to get drunk at King's church. Хуй выбрал. Давай! So, is our deal still on? Are you pulling my fucking pizzle? I couldn't have done worse myself if I'd puked on the altar. Well, I'm no preacher. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. You can't be serious. After all that. Oh, what? Ну, бля. All you making a complete hash of my sermon? You were supposed to help, not get me into even more trouble. Now I'll have the bishop on my back and all the villagers. Just leave. I need to pull myself together. And what am I supposed to do? Find someone else to help you. Я вообще пришел, блядь, не для того, чтобы проповеди читать. Я пришел, блядь, короче, блядь, расследовать преступление. Сейчас я пойду. Мне эти проповеди, блядь, я бы сделал то же самое, бля, был бы я на уме. Какой нахуй проповедник, блядь? Мне вообще там не сработала одна хуйня, хотя должна была сработать, потому что, блядь, у меня больше было, чем у них. Я не знаю, почему не сработало. На плохую концовку проповедовать не умеешь, нехуй стрелять. Это я в игре не умею проповедовать. Так-то я проповедовать умею. Ух. Вообще мне надо... Пойду я в корчме переночую, блядь. Что-то мне хуёво. Так, подожди, корчма. Тут где-то.
Ну чё мне теперь, блядь, откатываться, что ли, блядь? 21, 28. Да ты охуел, что ли? На 40 минут? Не. Как пошло, так пошло. На пьянке рассказывать, что нужно потом рассказывать. Да у меня там красноречие должно было сработать. Оно почему-то, блядь, это не сработало. Have you got a bed for the night? Certainly. For how long? Just the one night? Sure, but let's see your coin first. These are harsh times. Here you are. You'll like it here. Like sleeping on a cloud, it is. I've come in the name of Sahanish of Lipa. I'm investigating the Попробуем у massacre in других людей Neuhof. узнать, Now что a там murder про here as этого well. челика. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but to ask all you want. Несколько ночей навсегда, кстати. Do you know what Да мне на Lubos одну did the day надо. Neuhof was raided? I was coming from the tavern very late that night, and I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Do you know anyone Lubos used to spend time with? Relatives or friends? Not with anyone from the village. He used to sit in the tavern next to us sometimes, but he never said much. That's all. May the Lord watch over you. Так, где у меня моя кровать? Have you got a bed for... But you've already got a place to sleep. No, thank you. May the Lord watch over you. Тут что ли? Да. Ну, спим до ночи, значит. Надо проспаться. Да и вообще, откуда я знал, блядь, то, что у меня там горит в корчме, блядь, что-то там, это, проповедовать. Я пьяный был, блядь. Ёпты, ну что ты так? Mother of God. Where do I go? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building. May the Lord watch over you. Блядь, ночь еще тут наступила. Пойду посмотрю, что там за квест впереди.
Может, опыт купить священника попробовать? Я не знаю, денег у меня вроде хватает. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Так, ждем. Сейчас пождем что-нибудь. У меня какие-то есть припасы. Так. Питательность 2,5 всего. Ладно, найдем сейчас еды. Похуй. God be with you. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Of course, ask away. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a drunk who was always looking for a fight. Nobody liked him much. I wouldn't wish an end like that on any man. Have you noticed anything suspicious recently? Well, now I think of it, I hadn't seen him around for a while. No idea where he was skulking. Do you know what Lubosh was doing the day Neuhof was raided? Not a clue. Do you know anyone Lubosh used to spend time with? Relatives or friends? He was a loner. He didn't even have any mates in the tavern. That's all. Thank you. Any work going here? Enough for a dozen men. You could take the place of that useless stable hand Vashek for a start. What happened? Did he do something wrong? Just found out that he lost our pie. Lost it where? In his stomach? No, Pie was our fastest stallion. A lovely dappled one. Oh. Well, that's bad news. How did Vashek manage to lose him? He fell, banged his head, and the horse bolted. Can you fathom it? A stable hand falling off a horse. And then Pie took off at a gallop. Well, I can't поищем take пирога. Vashek's job, but I can try to find your pie. That would be nice of you. If there's anything you need to know, ask that fool. I was too livid to even speak to him. Right. Farewell. Damn it, I'm hungry. Может быть, в его хату проникнуть, посмотреть, что там было. Может, какие-то письма или еще что-то. My respects to you. Какие письма никто писать не умеет. Да мало ли. How's the head? So even strangers know my shame. Come on, then. Come and take a closer look at Vashek the Blockhead. I'm not here to mock. So what is it you want? I promised the head groom that I'd look for pie. Well, good luck with that. I've been searching half the day. Although I have been seeing double ever since that bang on the head. So it's possible I missed something. Can you describe pie for me?
long face, 4 legs. Well, that should narrow it down. Does he have any distinguishing features? Like a colour, for instance? Sorry, he's a dappled grey, a stallion, and he's really fast. Though that won't help you much. Quite the opposite. Where did you fall off, Pi? Just south of here, between the fields and the woods, there's a crossroads where 4 paths meet. It was around there. 4 paths? So we could have gone anywhere. Now you see my problem. When was that? In the morning. Then I staggered about for a while, feeling as rough as a boar's ass. I was glad to stagger back here in the end. Fine. I'll go and look for him. Thanks. If you find him, the groom might go easier on me. Oh, and one more thing. Well? Pies used to take in the bridal ways, so I'd keep to those. That's useful. Thanks. May the Lord watch over you. Блин. Yeah. Бля, где же теперь мне искать-то этого челика? Ну, я к нему в хат точно заглянул. Смотрю, что там как. Священник, конечно, недоволен мной. Очень сильно. Блин, происшествия вообще пустые, типа, на них нихуя не происходит. This will be the crossroads. So where did Pi go? Так, чё это хуёво-то? Давай хотя бы так сидим. Yeah. Папчик. Yeah. Блять, ну я не знаю даже. Yeah. Перекресток тут был. Yeah. 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 Yeah.
Камешки какие-то. Ладно. Так, ну... Конь куда-то уебал в леса, да? У меня даже сектора нету. Вот просто. Где-то ищи. Так, ну мы на перекресток вернулись. Давай налево пойдем. Не, нет никого. Ладно, направо сходим. Не, ну блин, ну типа, где его искать? Даже радиус не показали. А если я из игры выйду, там, не знаю, какое-то время? Как я вспомню, где мне его искать? Блять, уебался. Ладно, в жопу этого коня, короче, делаем по-другому. Сейчас пойдем найдем оленя. И отнесем своим братишкам, хотя бы этот квест выполним. А, блядь.
блядь. Да бля! Это какой-то I'll пиздец. have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Да блядь, ну что за хуйня, ну попади. Наконец-то, блядь. Че, делимся? Блядь, да не смешно, блядь, какая тут сложная боевка. Это вообще пиздец с луком. Блядь, надо где-то скинуть килограмм. Так. Во. Все, поехали. Вещи все поломанные и грязные, пиздец, как черт гоняет, у броника можно чиниться. Да мне не надо чиниться, я новые найду. Я все, что мне не надо, я это продаю. До дороги встретил паломника, который не прочь поболтать о похождениях. На вид он не опасен, но кто знает, кто у него в уме. Ну давай. And it's... What is it? You look like a well-traveled man. And as it happens, I'm looking for someone just like you. Что хочешь? All right. Tell me what it's about. It's a little complicated. Let's just say, I know where there's some riches buried, and you could persuade me to share that knowledge with you. For a reasonable price, needless to say. Меня наебать хочет. Ты как об этом узнал? Sounds a little fishy to me. How do you know about it? Now that was an interesting twist of fate. I won it from a fellow at dice. He ran out of coin and bet this crumpled parchment. I'd have sent him to hell, of course, if I'd been sober. But I says to myself, why not? And I won it. I don't get it. Why don't you just get the treasure for yourself? The thing is, it's a bit out of the way. And what with all that's happening in the country, the roads ain't safe, never mind the forests. So I'd rather leave the joys of exploring to someone bolder than me. Ну давай It's a купим, rather ладно. wild story. But worth a try. Excellent. Here, take this. And I wish you good fortune in your search. Yeah. Да, читать-то я не умею. Но мы научимся.
Так, где тут поберушка, блядь? Вот. Good day. I've got that meat for you here. Excellent. Show me what you got. Thanks, Henry. We'll get lots of supplies for this. I've got another order for you. The butcher was boasting in the tavern how he makes the best boar meat and wild mushroom sauce, and the locals want. Ебать, что это за свалики такие странные? Yes. And while you're in the woods, you could pick a few mushrooms too. Next thing, I want me to cook it too. Goodbye. I feel quite hungry. Так, надо подумать по поводу, блядь, основного задания. Мне уже интересно. Давай сначала переспим. Чтобы жизнь восстановить. Тереза. You look like something the cat dragged in. How did things work out with the job I arranged? You did what I asked, but still. Antonia's a widow now. Not all the coin in the world can help if God doesn't will. Пиздец, нахуя я ей да... А, ладно. Так, сейчас, подожди, надо сходить в баню пойдем. В баню. Я добавлял всяких смайликов пошлых, бля. А мне теперь стыдно. Good health to you. I'd like to, And what is... proper bath. But... Fine. I'm sure... Goodbye. About that evening. Ah, yes. I never thanked you properly for helping me with the laundry. That storm would have carried it off to God knows where. Oh, I think you thanked me enough. But next time we should take shelter somewhere else. That hayseed gets into places it shouldn't and itches like mad. Henry, you donkey. You really know how to sweet-talk a girl, don't you? And anyway, what do you mean by next time? Just what exactly do you have in mind for the two of us? Well, we'll be together. Like a couple. And when the time comes, you'll take me as your husband, right? You're full of yourself, aren't you? But that's not how things are done. Well, obviously, under normal circumstances, I'd ask your pa for your hand, but... Papa? Yes. He'd set the dogs on you. Now you'd have to get Uncle Peshek's blessing. I reckon I'd have no better luck with him. Unless he saw a way to profit from it. And I'd have a sack of flour for my dowry. But seriously, Henry, what kind of husband would you make? You can't sit still in one place for an hour at a time. Well, I've got a lot of duties, but I'm very fond of you, you know. And maybe one day you... I know, you silly sod. We can't get married yet. But we can still see each other and be fond of each other. Хотела бы куда-нибудь сходить. Wouldn't you like to take a stroll somewhere? I'd love to.
love it here by the water. But how come you've been so quiet the whole time? What's on your mind? You're on my mind. Oh? In what way? Well, you know, how pretty you look in that. Ah. You think I look pretty, do you? Yeah. Especially when you laugh. I was afraid you'd say especially when you've no clothes on. Well, now that you mention it. Come here, you charmer. Опять? Вот это Индра красава. Вот это вот он молодец. Вот это вот, бля, вот это мужик. Вот это Time passes крутой. so quickly with you, Henry. Come and see me again sometime. Вот это мужик. Так, сейчас подписью. Приду. Надо восстановить здоровье. Ой. Так. Блядь, ночь будет. Давай на 4 утра. Сытость падает, правда, но мы сейчас что-нибудь пожрем. Ну, кстати, потихонечку текать. Время-то уже. Так, пожрем. Меня все смущает этот главный квест, конечно. Че, мужику надо отнести колечко. Ужище. Ужице. Ладно, давай до мужика дойдем. Как раз я ему сейчас квест дам. I feel quite hungry. Yeah. Yeah. Так.
Бля, я голодный. Так-то. И еды у меня нету. Ладно, котелки будем искать. Еду с них воровать. Я думаю, что у того мужика где-то есть котелок. Ой. Это неудобно бежал. Сорян. Да, какой-то сегодня получается очень спокойный стрим. Никто не подключается. Ну, в принципе-то и сегодня и денек-то такой. Я и сам очень сильно хотел много стримить. Давайте, ладно, сдаем квест. И на боковую. Так, он вообще как? Спит, не спит? Good health to you. I've done as you asked. Excellent, Henry. I look forward to the latest news from Talmberg. I hope Captain Robart rubs the commander's nose right in it. Давай еще работу. Have you got any more jobs for me? Of course. You're just in time. I could do with a horse, and since I'm setting the task, I'll go further. I'd like a strong stallion direct from the Merhoyed stables. Now, that's no mean feat you're asking. As well I know. And well I'll pay. Ладно, I'll попробуем. steal that horse for you, but the reward had better be worth it. Don't worry. But you'd best not come back with some old nag. God be with you. Окей. Так, он будет спать, а я использую шнапс для сна. Да. Так что ладно, на этом закончим. Сегодня у нас такой спокойный, повторюсь, стрим. Сохраняемся и спатьки идем. Все, всем спокойной ночи. Как говорится, приятных снов.